Друзья, всем привет! В этом видео покажем и расскажем вам, как правильно оформить машину. Если вы покупаете БУ мотоцикл или машину, как его правильно оформить? Потому что поступает много вопросов. Вы спрашиваете у нас, а как вообще, какие документы должны быть? Как ее оформить? Что вообще нужно сделать? Это видео будет очень короткое и информативное. Мы расскажем вам, как правильно оформить машину, как правильно или мотошину, или мотоцикл, чтобы не было у вас никаких ошибок. Привет, друзья! А я пришел комариков отгонять от Андрюшеньки. Ой, а комары меня закусали, тут и правда. Но речь пойдет именно о бэушной технике, не те, которые вы покупаете новых в магазине, в салоне. Там все просто. Дали ID или паспорт, и все. И на вас уже оформили, дали документы. Именно за БУ. Что нужно делать, на что надо обратить внимание? Какие вообще бывают документы? Какие необходимые документы? У каждого транспортного средства есть документ. Первый. СИАРКа – это паспорт. Паспорт. Техпаспорт или как-то. Как-то правильно. Транспортного средства. ПТС. Да, ПТС-ка. Она желтая. У них называется СИАР, сертификат о регистрации. И ОАР. ОАР это именно регистрация, что она пройдена. Выглядит документ вот так, на этом примере. В этом документе указано, какая у вас машина или мотоцикл и на кого он оформлен. Допустим, вот мы купили машину. Это, кстати, последняя машина, про нее еще видео мы не сняли, но скоро вы увидите про эту машину. Это не вот эта черная, а следующая машина. В этом документе указана вся информация о вашем авто или мотоцикле и имя, на кого он оформлено. Также это имя указано и в регистрации. И тут, кстати, я могу еще такой совет. Многие люди думают, что тут не указан цвет автомобиля, поскольку именно в ПТС-ке он не указывается. Посмотрите, нигде нету цвета. Где? Вот Mazda, есть седан, номер, получается, мотора, номер шасси. А где же цвет? И думают, нету, цвета можно красить любой. А не тут-то было. Номер указывается именно в регистрации. И указывается маленькими буквами. Тут это старого образца, в старом курсе. Вот это документы нового образца. Номер или цвет? Цвет. Ты говоришь номер. Ой, ошибся. Извиняюсь, я ошибся. Именно цвет указывается здесь. Вот, смотрите, Blue. То, что это легковой транспорт на бензине, и он синего цвета. Это вот на наш автобус документы. А в ПТС-ке этого нигде не указано. Ну так вот, когда вы приезжаете покупать автомобиль, вы должны узнать, где хозяин, где проживает хозяин. У хозяина вам надо взять обязательно его ксерокопии ID, двух ID. К примеру, паспорт его, ID какой-нибудь или права, drive license. Вот я вам покажу. Это вот на примере, как мы покупали машину. Когда он вам выдаст, покажет права, обязательно сверьте имя. Его имя должно совпадать в имя ПТС-ки, что именно это и есть хозяин. Вот оно имя, complete name, Эдвин. И вот его документ, Эдвин Медала. Вы должны взять его ксерокопию. И также он должен расписаться 3 раза. Тут даже 6 раз расписался. Вообще 3 раза, 3 росписи должен обязательно быть. Это вам понадобится, чтобы сделать договор купли-продажи. Договор купли-продажи называется на Филиппинах Deed of Sale. Выглядит он вот таким образом. Ну, по-английски тут написано то, что я хозяин, к примеру, Эдвин, там, филиппинец, легальный, проживаю там-то, там-то, продаю. Информация, вся информация о автомобиле, цена автомобиля и кому он был продан. После он расписывается. Ровенко, да? Ну да, этот последний автомобиль мы покупали за вот эту сумму. Интрига. Так а где договор делать, не сказал? А договор надо делать у адвоката. Но адвокат не всегда есть на месте. То он занятый, то его офис может далеко находиться. Поэтому вы можете распечатывать договор в Гугле. Набираете Google, Deed of Sale, скачиваете бланк, заполняете это ручкой, заполняете, берете ксерокопию ID с 3 подписями. И тогда вы можете даже сделать договор у адвоката и без хозяина. Хозяин должен расписаться в договоре, что он продал. Также должны расписаться вы, покупатель транспортного средства. Это получается продавец машины, я покупатель. 2 места. Это для свидетелей. Также расписываются 2 любых свидетеля, но их ID они не нужны. Это так,
небольшая формальность. С вот таким договором, с таким уже договором нужно идти к адвокату. Адвокат его берет и заверяет. Заверка стоит примерно 500-1500. Примерно. Это такая сумма заверки документов. После того, как адвокат заверит, вы становитесь полноценным владельцем этой машины. После вот этой манипуляции. А можно этот договор сделать и у адвоката. Пойти, у адвоката сделать по месту. Но не всегда так получается. Поскольку адвокаты, порой они заняты, порой их нету. А может вы будете покупать мотоцикл где-то за городом, где их вообще тоже их нету. Или ночью вы можете покупать. Рано утром офисы будут закрыты. И буквально с такими документами вы можете потом пойти к адвокату в любое время. Есть такие лайфхаки, как открытый договор купли-продажи, но об этом потом. Друзья, здесь на Филиппинах адвокат и нотариус в одном лице. Это их адвокат. Вот сейчас я уже покажу заверенный, как выглядит заверенный договор. Вот этот договор мы еще не заверили, эту машину приобрели несколько дней назад, еще не ходили мы к адвокату. А вот заверенный уже, к этому сходили. Как, друзья, я вам и говорил, скачиваете бланк, заполняете ручкой, просто заполняете роспись, ID хозяина. ID хозяина с росписью, тут даже вон, с двумя росписями, то все нормально прокатило. И идете к адвокату. Вот эта печать, номер. Вот это главная печать, мятая. И вот эта печать. Как бы подтверждает, что вы стали. Вот эта мятая Мята, печать. она как бы выдавлена. Адвокат выдавливает, да, Такой прессом. пресс у него. Он давит. И вот эту свою печать ставит, то, что он все заполнил в этой книге. И теперь вы станете полноценным обладателем этого автомобиля. Или мотоцикла. Или мотоцикла. Да. А что на мотоцикл и на автомобиль документы одинаковые? Да? Одинаковые, абсолютно одинаковые. Получается такая же на мотоцикл бумажка, ярко-желтая. И такой же лист регистрации. Регистрацию надо делать каждый год. Друзья, напомню еще раз, как называются документы. Желтая бумага, желтая называется CR, сертификат регистрации, registration. Это желтая, это ПТС-ка. Синяя бумага, это регистрация. Очень важно, если вы будете покупать БУ технику, БУ мотоцикл или машину, чтобы вот эта бумажка была оригинальная. Поскольку с каждым годом становится все строже и строже, очень много техники продается, которая ксерокопии, говорят, потеряли. А вдруг не потеряли, вдруг заложили в ломбард. И такое бывает, вы можете купить мотоцикл, а документ заложен в ломбарде. А если есть оригинальный документ, желтая, такая толстенькая она, тоже это очень хорошие документы. Так что обращайте на это внимание, что документы были оригинальные. CR, OR. И имя, и было ID хозяина, чтобы не попасть, так сказать, в неприятности. Потому что и были и такие случаи, когда продают, кто-то продает, и кто-то покупает без хозяина, а потом появляется хозяин, говорит, а машину мою угнали. И такое, сами видели, сами знаем. Бывает. Так что относитесь к этому очень внимательно. Смеется, что-то это. Нам так приезжал один дядька. Мы купили красный автобус. Купили, отремонтировали, поездили, разбили, продали. А потом он приехал, идем мой автобус. Ну вернее, он еще увидел его, да? Он увидел, он приехал в гараж, прям полез, свой мой автобус, это мой автобус. А мы говорим, да мы его честно купили и деньги отдали. Хорошо, у нас договор был. Да. А если бы у нас не было, кстати, вот этого договора, то, что продал другой человек, и вот этот договор нас, так бы сказать, обезопасил. Когда вам показали, вот нам продали его, вот он этот документ, вот его, кто нам человек продал, то и все. Короче, получилось, что продал его друг или механик, продал автобус без ведома хозяина, или хозяину деньги не отдал. Но это уже их замут. Но мы-то купили честно. А в итоге, если бы у нас не было договора на руках, то этот хозяин бы пришел с полицией и забрал свой автомобиль. А так он уже не мог его забрать, потому что у нас был договор. Так договор был на кого? На того человека, который продал, или на хозяина, который пришел? Получается, был вообще на нас договор, но получается, его как-то написал, там, сделал, короче, какие-то махинации сделал механик. Но потом уже когда... А может, нас вообще хотели обмануть? Короче, нас, похоже, может, хотели получается, обмануть. что этого человека, чей автомобиль был, красный автобус, его механик, тут же у каждого свой, у меня свой механик, у них так модно. Короче, его механик продал нам автомобиль. Мы с механиком договор подписали, все сделали, а потом пришел хозяин, это моя машинка, я хочу забрать. Ну, как ты заберешь, мы за нее деньги отдали, вот договор. Иди у того деньги забирай за свою машинку. Ну и все, он пошел того забирать. Ну, а получилось бы так, чтобы у нас не было договора на руках, то он бы пришел с полицией, да забрал свою машинку. Друзья, вот я хочу заострить ваше внимание, чтобы вы при оформлении, при покупке бэушного автотранспортного средства обращали внимание, чтобы имя хозяина вот в этой вот бумажке, в CR-ке так называемой, совпадало с именем хозяина, который указан в договоре.
Но если это не первая продажа автомобиля, и если этот автомобиль продавался и покупался несколько раз, просто, я так понимаю, что должно быть несколько договоров, приложенных к этим документам, верно? Может быть, этот человек, который продает автомобиль, может, он 5-й хозяин или 10-й уже этого автомобиля. Но если он 10-й, 20-й, то вот он 10-й, значит, у него 10 договоров должно быть, 10. То есть все должно подтверждаться, эти вот все сделки, что это, бумаги не взялись ниоткуда, что они не сфальсифицированы, скажем Абсолютно верно. Сколько было хозяинов, на каждого хозяина может быть свой договор купли-продажи, заверенный у адвоката. Не просто написан ручкой, а еще и подтвержденной печатью. Только тогда он вступает в действие. Друзья, хотим еще ответить на один часто задаваемый вопрос. А что делать после, как вы сделаете договор продажи? Да, вы становитесь полноценным владельцем автомобиля или мотоцикла, но при желании вы можете и поменять ПТС-ку, вписать в себя. Если у вас есть такое особое желание, вы собираетесь ездить на мотоцикле или на машине долго, вы можете заменить имя первого хозяина на свое имя. Но опять же, для этой всей, процедуры вам обязательно надо будет заверенный договор орел летит низко. Друзья, смотрите, какой орел. Где? А вон до дома, над крышей. Ну, прям еще низко-низко пролетел. Первый раз так вижу. Да какой первый раз? Это белоголовый орел. Он тут часто летает, рыбу в море ловит. Орел в море ловит маленькую рыбку, ест. Ну так низко вообще. Прям видно было Он хорошо же его. охотится, он за рыбой прилетел. Сейчас погода наладилась, рыбка кверху подошла. Сегодня, кстати, чайки много рыбки маленькой клевали. Вот мы когда купались. Скоро на рыбалку? Вот уже и орел прилетел. Ну и так вот, друзья, продолжим. Вернемся к нашим вопросам. В этой ПТС-ке вы можете заменить имя на свое имя. Но опять же, для этого вам понадобится договор купли-продажи. Эта процедура делается не в каждом ГАИ, это все делать надо в ГАИ, в ЛТО. Но делать надо это только в городе, в самом главном мейн-офис, как называется. Ну это обязательно делать? Не обязательно. Вот этот уже договор у вас получается. Вы как стали хозяином, можно и по нему ездить. Мы, к примеру, только на пару машин всего в свои имена вписывали. Как бы эта процедура занимает целый день, но она как бы только такие формальности. Друзья, еще один вопрос и еще один ответ. В этом видео, так сказать, расставить все точки над «ты». Ты с кровью, жирный был, а кровища брызнуло. Вот так. Что самое интересное, как мы выходим вот сюда, буквально, сколько мы от дома отошли? Ну сколько тут метров? Метров 30 мы отошли, От да? дома меньше. Ну меньше. Тут И 12 метров. И от тут дома. закусывают комары. Я не знаю, как люди живут вот в джунглях, вот в таких вот, я не знаю, лесах. Тут просто заедают комары. Ну, они, Вот. наверное, только что и делают, блядь, только натираются вот этими аэрозолями, блядь. Только вышел, натирается. Но что характерно, у дома-то комаров нет, и с той стороны, где море, тоже нет. Там нету, потому что там галька и песок. Там нету. А здесь вот травка. Они в траве сидят. Но у нас там еще жаба Жанна на службе. Hello. Дальше там жаба Жанна есть, она там ловит всех на службе. Да, у нас там есть жаба, которую зовут Жанна. Такие. И не одна она. А в лодке только 2 живет. Жаба Жанна и ее сестры. Еще один ответ на часто задаваемый вопрос. Регистрация. Регистрацию нужно проходить каждый год. Как узнать у автомобиля, когда же регистрация просрочена, когда нужно проходить? До недавнего времени выдавались вот такие документы. Вот такие, вот этого образца. Сейчас, кстати, начинают выдавать уже нового образца. Там написано. Но если у вас вот такой документ, тут нигде не написано, когда надо его менять, expire. Тут нигде не написано. Тут только когда вот дата, когда вы прошли, а когда же его надо все-таки менять. В Филиппинах очень специфический, вот как это регистрация, этот весь процесс. То бишь, вы можете сделать регистрацию всего на 2-3 месяца. За целый год сделать, и он будет действовать всего 2-3 месяца. Как же узнать? Обращать надо внимание на номер автомобиля. 2 последние цифры. 5-я, 5, значит 5-й месяц. Май. Ага, значит этот автомобиль надо проходить в районе мая. Предпоследняя цифра, 1. Это значит 1-я неделя. 1, 2, 3. 1-я неделя мая. 3, 4, 5, 6. Это середина. 2-я неделя. А уже 7, 8, 9 конец месяца. То есть, получается, регистрацию на этот автомобиль нужно проходить каждый май в 1-ю неделю. Да. Она заканчивается, ее нужно обновлять. 1-я, 2-я неделя. А 2-я неделя еще штрафа не будет, да? Не, уже будет. Только уже 1-я будет? неделя, да. Уже будет штраф. 2-я неделя, если вы пойдете не 1-ю неделю мая, а 2-ю неделю мая, уже будет штраф. А штраф сколько? Пенальти. О, там от 1000 до 3. 1000.
А, друзья, Ловко придумали, да? Молодцы. Ну, знаешь что, надо просто проходить регистрацию вовремя. Да? И не забывать, как некоторые. Сейчас не будем А вот- показывать а пальцем. вот я делал 2 раза в год, 1 раз. вот Ну, сейчас потому мы что один расскажем, раз ты, как. блин, забыл. а вот сейчас мы об этом и расскажем. Как, так сказать, не попасть в просак? Как бы проходить регистрацию вовремя? Допустим, вот такую ситуацию. Вы купили автомобиль, допустим, в феврале. И у этой машины у вас Без регистрации. без регистрации. Вот это значит, в этой машине у вас нет регистрации, она просрочена. В итоге вы идете в феврале, во 2 месяце, делаете регистрацию, платите с пенальти, со штрафом, она войдет где-то 6 тысяч, к примеру. Делаете за 6 тысяч регистрацию, наступает 5-й месяц. И что тогда? А тогда вы идете делаете снова регистрацию. И получается так, что вы за год будете делать 2 регистрации. Но я сейчас вот просто коротко скажу. Регистрации не было в феврале, ее сделали, чтобы ездить Да? до мая. А в мае по закону официально пришла пора снова делать регистрацию на это авто. закончилась. Да. Она не будет, как у нас, на год. Она закончилась. Она уже вот в мае, допустим, 5, да, сделали 2 месяц, а в мае, в 5 она закончится. Все, что мы вам рассказали сегодня о регистрации автомобиля, о процедуре покупки БУ автомобиля, так сказать, о регистрации БУ автомобилей. То же самая процедура и на мотоциклах. В один. Такие же номера, такие же последние цифры, такие же даты. Ну, конечно, цена разная на регистрации. На регистрации мотоцикла в 2 раза дешевле, чем регистрация на автомобиле. Ну, то есть, что касается, во-первых, покупки и оформления документов, Да. а во-вторых, прохождения регистрации или так называемого техосмотра. Все документы абсолютно Одинаковые, одинаковые. Как на идентичные. мотоциклы, так на скутера. В общем, на все автотранспортные средства. Да. И вообще, мой вам совет, обязательно проходите техосмотр, делайте регистрацию. Потому что раз в год и стол падает. Как было это у Как тебя? это было, да. Поэтому проходите регистрацию, чтобы документы были в порядке. А почему надо проходить регистрацию? Почему ее надо делать? А потому что штрафы у вас будут, и в какой-нибудь ДТП вы будете виноватым. Даже если вы были невиновны, вас делают виноватым. И думаю, проще раз в год пройти эту регистрацию и ездить целый год спокойно. Это не такие уж большие деньги. Отнеситесь к этому внимательно. Это по нашему совету. Плохого бы мы вам не посоветуем. И стараются всех собак на иностранца повешать. Виноват, не виноват. А я говорю, а что ты на меня всех собак вешаешь? Я же не виноват. Ну, понимаешь, ну вот у него же денег-то нет, а у тебя есть. Вот смотри, он в тебя врезался, он покоцался, ну ты хоть ему лечение оплати. И вот так было, да. И иностранец, человек, ну, так скажем, наш родственник далекий, он сам, ну, он норвежец, в него врезался мотоциклист, пьяный, да так врезался, что аж через машину перелетел, ему машину всю помял. Ну, полиция приехала, что говорит, ну, мы, конечно, все понимаем, что он виноват, ну, у него-то денег нету, что мы с него возьмем, а у тебя есть, ну, мы тебя не будем наказывать, да, ну, ты хоть ему лечение оплати. И в итоге они на него так, ну, оплати, ну, это же он бедный филиппинец, ты же понимаешь, вот что, ну, как, вот. И он согласился, сказал, хорошо, он покупал лекарства, еще человеку оплатил лечение. Ну, там так получилось, что... У него регистрации не было. Получается, улетел 2 года, его не было. Как раз вот приехал, аккумулятор поставил и поехал на тест-драйв. Ну, и в него пак, и авария. А этого можно было избежать, вот этой оплаты. Да? Короче, суть такая, что получается, как бы пытаются на иностранцев всех собак повесить. Поэтому нужно всегда все документы держать в полном порядке. Обязательно. Ну, это, что мы Америку открыли, что это везде так надо. Ну, а Но вдруг тут кто вдвойне. скажет? А вдруг кто скажет сейчас? Да ну, скажете. А скажут, ну, Да тут же не есть надо, такие. тут- На 6 лет ездил, ни разу не делал. Ты че, я знак, что ли, делать? Да, Есть же и такое такие. было. А когда, знаешь, когда беда приходит и начинают, что же нам делать? Петух жареный Что же нам клюнет делать? в одно место. Подскажите. И звонит, друзья, помогите, вот такая, вот давайте денежки соберем, поможем, давайте. А то, что человеку было все пофигу, он плевал. И плеван-то на законы, и на все остальное, да, это как-то умалчивает. А теперь все давайте помогайте, мы должны помочь. А что же человек-то так себя вел? Ну так бывает. Друзья, еще небольшая интрига и подсказка в следующем видео. Узнаете, о чем мы вам покажем. Пойдемте покажем, что у нас есть. А это так только, на полглазка. А это вот фикусы растут. Те самые, которые в России растут в горшках, фикусы. Фикусы. Но мы рядом с собой эти фикусы, короче, стараемся, чтобы они не росли.
Потому что вот эти листья, они такие большие, такие жесткие, их столько много сыпется, устанешь собирать. Лучше, чтобы рядом не рос фикус. Короче, он очень загрязняет территорию. Постоянно у него обмен листьев вот этих Они идет. такие листья, как с картона, жесткие, большие. Короче, это мусора много будет, если рядом фикус. Друзья, пойдемте. Лоурайдер. Вот эта машина, к этой машине вы смотрели документы, вот эти были, где была цена 15 тысяч. А более подробно, и что с ней вы узнаете далее. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Покажем. Есть сиденье. А это нет, это потом, лучше потом, следующее. Не надо, не надо, не надо. там Это всё интрига. И она, кстати, очень интересная, эта машина. За все время это первая у нас такая машина. А вы узнаете, что в ней замечательного. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Алло. Всем привет! Всем привет и пока!